Иногда тебе просто нужно уехать. Далеко. Где нет дорог, где нет людей. Только песок, ветер и ты. Уехать, чтобы снова почувствовать себя ничтожно маленьким, чтобы все насущное исчезло, чтобы был только мир. Огромный, неизведанный мир вокруг тебя. И ты, с тягой к познанию и любопытству, снова ощущаешь себя первооткрывателем. Так совпало, что в 300 километрах от Алматы посреди бескрайней пустыни есть идеально подходящее для этого место. Километры пустоты, бесконечная степь и ни души вокруг. И именно сюда я поехал с палаткой, чтобы побыть одному, чтобы услышать эту странную тишину, которая как будто бы громче всего, что ты слышал до этого. Это поющий бархан. Он считается одним из 7 природных чудес Казахстана. Но об этом чуть позднее. Это была одна из самых странных и красивых поездок в моей жизни. Я, простой парень, который вырос на севере, никогда не видел гор, степей, да даже лошадей. И о каких барханах может идти речь? Ведь я вырос в тайге. И как обычно, обо всем по порядку. Итак, мы залутались и внезапно едем в путешествие. Пленочный веломастер. Чуть-чуть проехали, отъехали от Копчегая. Вот, едем к ущелью. Сейчас будем пересекать горы. Блин, ветер на самом деле такой теплый. Офигенно просто. Погода вообще шикарная. 7 марта сегодня. Для меня это что-то нереальное. Это не может быть весной. Это реально на какое-то лето похоже. Кайф на улице. Такое ощущение, что все плюс 15. That I can barely breathe, the air is thin, I fear the fall and where we'll land. Наш первый перевал на пути. Честно, испытываю страсть к горным дорогам и серпантинам и стараюсь их не упускать. Хотя этот, конечно, очень лайтовый. А вот и закончилась хорошая дорога. Но она хотя бы еще есть, потому что дальше нас ждет ее полное отсутствие. Ремонтные участки и объезды на протяжении 20 километров. Вот такая дорога тоже бывает. Включая еще один горный перевал. А снег местами тает прямо на дорогу. Вот это месиво, да? Мой Фиат, конечно, не для этого был создан, но он всегда справляется молодцом. Важно отметить, что сейчас все это безобразие уже отремонтировано, и практически вся дорога на самом перевале уже новая. Но такую роскошь нам застать не удалось. Кажется, нужно будет это исправить. А вот и ветреные путешествия по Казахстану. Ранняя весна на юге Казахстана выглядит именно так. Полупустынная местность, редкая растительность, степные ветра и солнце, которое уже так сильно греет, а остатки снега лежат клочками. Начало марта, а на улице уже плюс 16. Вот и добрались до перевала Алтын-Эмель. Дорога, конечно, отвратительная, зато виды потрясающие. Для меня горы, серпантины и такие дороги — это уже само по себе что-то невероятное. Вокруг так много горных хребтов Джунгарского Алтая. В этом году я очень полюбил горные дороги.
Спустившись в подгорную Башийскую долину, моментально стало тихо и тепло. Пропал ветер, растительности почти нет, а весь ландшафт изрезан потоками дождевых и талых вод. На самом деле в голове очень сложно отразить, что мы только что ехали в горах, спустились с ущелья и уже едем по какой-то степи, просто уже сейчас полупустынная местность начинается. Следующая остановка — визит-центр. Это обязательный чекпоинт. Чтобы попасть в нацпарк, нужно получить разрешение. Итак, центральная усадьба. Вот мы получили, пропуск и карту нам дали. Сейчас поедем до Бархана. Говорят, на самом деле, что дорога очень сильно убитая. Сейчас весна. Все там разбито, размозжено. Вот примерно так же, как мы ехали через перевал, примерно такая же хреновая дорога. А возможно, доедем до заката, потому что время уже 3:30 сейчас. Посмотрим, сколько скорости получится ехать. За сколько доедем. Ну, машина у нас, конечно, не вездеход. И тут небольшой спойлер. Дороги оказались хорошими, даже весной. Проблема была лишь в том, что мы поперлись в пустыню на не очень подходящем транспорте. Так что местами нашему вездеходу было больно. Очень больно. Блин. Какая-то... Но, знаете, лучше ехать по стиральной доске в степи, чем протирать штаны на диване. Идеального момента и идеальной машины можно ждать вечно, а воспоминания сами себя не сделают. Ах да, я же вас так и не представил. Что ты ходишь? Знакомьтесь, это Ромасик. Отвечаешь? Агент стадии снова на рабочем месте. Если коротко, то это просто человек-мем, честное слово. Рома, блин, ты нахера тут будильник повесил? Блин, а я как бы... У меня их там 3. Блядь, а я на каком-то пупыре, получается, пока. Я же говорил, тут дерьмо ты поставил. Я так долго думал и передумал. Именно после этой поездки мы вместе проехали пол Узбекистана. Выпуска оттуда не будет, поэтому все фото, истории и мини-влоги, и, кстати, кадры с Алтын-Эмеля тоже, ищите в моем инстаграме. Ссылка будет в описании. И вот, наконец, мы двинули к главной точке нашего маршрута. Но сперва опять остановились. Ведь не каждый день представляется возможность полежать на теплом асфальте в начале весны. Вы посмотрите, здесь асфальт даже чистый. Абсолютно никаких следов от него не остается. Я такого асфальта чистейшего нигде не видел. Съезжаем с основной дороги и дальше по гравийке, которые нас так пугали. И вот мы уже в сердце Алтын-Эмеля. Дорога кажется бесконечной, но именно это и круто. Здесь ландшафт не менялся тысячелетиями. Когда-то прямо по этим местам проходили караваны Великого Шелкового пути, а легенды приписывают здешним камням память о конях и войске Чингисхана. Я задрот в таких вещах, и меня просто будоражит от мысли, что под нашими колесами так много историй. Сейчас вся эта территория — национальный парк Алтын-Эмель. Пустыня, точнее даже полупустыня, окруженная горными хребтами и рекой Или. Это второй по размеру нацпарк Казахстана, и он просто огромный. 500 000 гектаров разнообразного ландшафта, с десяток разных достопримечательностей. Тут и разноцветные горы Актау, похожие на Марс, и царские курганы Бес-Шатыр, где лежат древние вожди саков, и 700-летняя ива, и даже вулканические горы. Это настоящий музей под открытым небом с огромным разнообразием природы, богатой флорой и фауной. Здесь куча краснокнижных растений и животных-эндемиков, которые больше нигде не встретишь. Именно ради их сохранения и создали парк. Нам даже удалось увидеть одного джейрана. Как где? Вот же он. Вы просто не представляете, насколько богата эта местность историей, природой. И я мог бы все 20 минут рассказывать только факты про Джунгарское ханство и войну батыров с джунгарами. Здесь так много всего, что это просто не уместится в такой короткий ролик. И я думаю, что мы еще успеем поговорить об этом отдельно. Но сегодня мы здесь ради другого феномена.
Последние километры до Бархана мы уже почти доехали, уже вот проехали только что последний кордон Монблак. Буквально вот за этим углом у нас уже Бархан. Сейчас опять хотим немножко полетать на дроне. И вот уже время близится к закату. Эх. Вот он, Бархан. Но эта дорога уже задолбала, блин. Это просто вообще уступать. Среди каменной пустыни вдруг вырастает гора чистого песка. Гора, которую почему-то называют поющей. Мы доехали до Бархана, но предполагалось, что дорога займет значительно меньше времени. Не учли тот факт, что сейчас не сезон. Дорога не раскатанная, вся в буграх, вся так, как стиральная доска. Здесь сейчас подъезд всего лишь 10 километров был от кордона, от последнего. Ехали мы где-то минут 20. И солнышко уже почти уходит. Короче, подумали разуться, чтобы подняться. Но решил вот этот проверить, смотрите, песок. Сухой слой и мокрый слой. Будет холодно после захода солнца. Поэтому разуваться, наверное, не стоит. Все, пошел. Зыбучий. Смотри, направо. Я сказал, что мы весь Бархан попортили. Рома сказал, что он завтра будет как новый. Блин, не знаю, что там по звуку. Но, короче, было принято решение ретироваться, потому что ветер задувает. Мамма мия. Ух ты. И вернемся мы сюда, значит, на рассвете. Так, Роман вещает. Эксперт по барханам. Хочу сказать, что мы только что здесь прошли, и уже все починили. Все уже ровно, абсолютно. А он жаловался, или бархан. Фиксы не работает. Потрясающее место. После захода солнца ветер поднялся еще сильнее. Ночевать у Бархана оказалось нельзя. Мы поехали обратно на кордон. Казалось, какие-то 10 километров. Стемнело очень быстро. Мы поставили палатку, егерь и его семья угостили нас национальной едой и чаем. И уже к 21:30 мы легли спать. На улице плюс что-то типа 6, наверное, градусов. Но у нас были теплые спальники, а местные переживали, что мы замерзнем, и приглашали нас пойти в домик. Короче, вот мы два брата-акробата в одинаковых спальниках. Носка нет моего. Опа. 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 Найс. Ночь, палатка, яркая луна. Я проснулся от света. Сперва показалось, что уже утро. Мы ночевали под большой ивой, но даже ее тень не спасла. Конечно, я пошел прогуляться и даже не брал фонарик. Все вокруг видно на километры.
Кромешная тишина и ни намека на ветер. Все это ощущалось каким-то волшебным. Пожалуй, это была самая яркая ночь в моей жизни, если не считать мои северные белые ночи на родине. Еще 4 часа сна, и мы снова в пути. И как же все-таки прекрасны эти мгновения. В незапамятные времена бродил по миру шайтан, коварный, вездесущий, подсматривал за людьми, строил козни, успевал везде и не пропускал ничего. Однажды прогневался на него Всевышний и лишил главного дара — молниеносно перемещаться. Изгнанник, вынужденный брести домой к вершинам гор. Долго шел он по степи, пробирался по извилистым тропам, пока не добрался до берегов реки Или. Но силы покинули его, упал он на колени и уснул вечным сном, обратившись в одинокую гору песка. И ничто, и никто не могут его пробудить. Ни палящее солнце, ни бури не властны над ним. Только иногда, когда тревожит его покой, одинокий стон вырывается из его груди, и Дюна начинает стонать голосом древнего духа. Фу, успел до рассвета поставить таймлапс. Сейчас можно пробежаться. Фу, хорошенькое утро сдалось. Но у природы были свои планы. Таймлапса не будет. А все потому, что солнышко, решило уйти в облака. И на самом деле это немного грустненько. Пришлось выключить таймлапс, экономить батарейку, которая и так разряжается. Надеюсь, что дальше солнце пробьется сквозь эти облака, и мы увидим хотя бы какие-то силуэты дневного света на бархане. Ветер раза в 4 сильнее, чем был вчера. Весь бархан за ночь потрепало и удуло на другую сторону. Поспал. Водитель наш тоже поспал. Нам нельзя было тут, кстати, спать. Ночью запрещали. А сегодня взяли вот так вот. Перехитрили систему. Кофейка так охота сейчас, конечно. Я решил снять и показать, потому что это что просто такое? Это просто невероятное что-то. Это что за порядок такой? Трудно понять. Я такого вообще ни разу не видел. Где заканчивается Прикиньте, да? реальность И бесплатно. и начинается мечта. Ладно, цивилизация — это хорошо, но мы здесь все же не за этим. Ветра меньше не стало, но мы уже не могли сидеть на месте. Пипец, у меня на голове какой-то петух хвост. Ветер очень сильный. Мы приехали на рассвет, поняли, что это какая-то мудотень, и решили просто затопить в машине, потому что было достаточно прохладно, сильно, очень сильно ветрено. Сейчас вроде ветер немножечко подутих и стало гораздо теплее. В общем, мы обошли бархан сбоку, здесь по этой стороне. И вот у нас осталось немного времени, мы решили тут прогуляться. Точнее, подняться на бархан. Это подветренная сторона, и здесь, на удивление, тихо. А пока нас не сдуло, можно наконец-то рассмотреть, почему мы вообще идем. Итак, поехали. Откуда же этот бархан все-таки тут взялся? И почему он поет? Вокруг горы, скалы и вдруг 150-метровая груда чистого кварцевого песка. Оказалось все просто. Это аэродинамическая ловушка. Ветер веками гнал песок с отмели реки Или, ударялся о горы и ронял его здесь. Умножаем это на несколько тысяч лет, и вуаля, у нас получается бархан. Гигантская песочница посреди степи.
Видите эти горы? Это Большой и Малый Калканы. В переводе с казахского это означает «щит». Они стоят под таким углом, что образуют узкий коридор. Ветер разгоняется от реки, влетает в этот коридор, теряет скорость, и весь песок остается здесь. А калканы не дают ему улететь дальше. Бархан буквально заперт между ними. Улькен Калкан, или Большой Калкан, это давно потухший вулкан. 200 тысяч лет назад его часть откололась и сильно сдвинулась, сформировав Киши Калкан, то есть Малый Калкан. И этот самый коридор с особой розой ветров. И примерно 10-12 тысяч лет назад здесь окончательно сформировались эти песчаные горы. Главный парадокс в том, что Бархан не кочует, как обычные дюны. Несмотря на постоянные сильные ветра, он сохраняет свою форму и держится на одном месте тысячелетиями. Калканы действительно работают как щит. Они прикрывают Басшийскую межгорную долину от песков и не дают Бархану расползтись. Эти горы небольшие, и их площадь сравнима с Лиссабоном и новым аэропортом Стамбула, но именно их форма и положение помогли создать это чудо природы. Вообще, в этой части долины почти всегда дует сильный ветер. Он поднимает с отмелей или целые тучи песчаной пыли, и такие кучи можно встретить даже на Кульджинской трассе на другом берегу реки. А здесь, между калканами, этот песок застревает и превращается в бархан, который растянулся на 3 километра. Так почему же он поющий? Конечно, раньше физику никто не объяснял, поэтому вокруг Бархана выросло множество легенд, что внутри стонет злой дух или что здесь покоится сам Чингисхан, а пески поют о его подвигах. Но главное начинается, когда песок приходит в движение. В 60-е этим феноменом занялись советские ученые. Ленинградский физик Всеволод Арабаджи провел серию экспериментов и показал, источник звука кроется в трении песчинок, когда они массой сползают вниз из-за ветра или наших шагов. И чем больше движущая масса, тем мощнее звук, вплоть до гула, похожего на орган или самолет. В идеальных условиях громкость может достигать примерно 100 дБ. Феномен поющего бархана состоит в том, что песчинки здесь особенные. Мелкие, округлые, с примесью кремнезема и тонким налетом кальция и магния. При трении они электризуются, начинают вибрировать, воздух между ними подхватывает колебания, и бархан звучит будто отовсюду сразу. Ученые до конца не договорились, что именно дает такой эффект, сами зерна или воздух между ними, но в одном они согласны точно. Нужен идеально сухой песок и правильный ветер. Поэтому поющие барханы встречаются всего в нескольких точках мира. Вот ради этого звука сюда и едут тысячи людей. Но у нас есть небольшой нюанс. Сегодня с погодой у нас, как бы это сказать... Да уж, с таким ветрищем никакого пения, конечно же, мы не услышали. Но это не значит, что мы его не почувствовали. Когда я шел по кромке, то ощутил сильную вибрацию в ногах. Она прошла по всему телу. Это очень странное ощущение, не слышать ни звука, но при этом чувствовать всеми другими органами. Это, конечно, то еще приключение. Вот так прогуляться по бархану уж точно никогда не забуду мою самую первую дюну в жизни. А как же повезло прочувствовать шквалы здешних ветров на собственной шкуре. Песчинки буквально впиваются в кожу, просто режут руки и лицо. Вот там Капчагайское водохранилище и город Алматы. Получается пик, на который есть с другой вообще стороны абсолютно. Хрен знает, как слышно, но мне хорошо. В целом, конечно, я люблю такие сложности. Они действительно закаляют. Чем тяжелее дается момент, тем сильнее потом воспоминания, потому что это самые настоящие и искренние эмоции. Правда, после таких забегов главное не забыть вытряхнуться. Если вы готовы в течение месяца после поездки выгребать песок изо всех щелей, из техники, одежды, машины, тогда слушайте внимательно. Парк можно посещать круглогодично. Весной все цветет, особенно апрель-май. Летом жароебень под 40 и без осадков. Осенью бархатный сезон, а зимой очень мягко и практически без снега. Но можно не услышать пение бархана. Ехать сюда рекомендую сразу на несколько дней, чтобы охватить все. Легковушка спокойно проедет в любую точку парка, но если времени в обрез, то поющий бархан — это лучший вариант для одного дня, даже без ночевки. Но в моем случае палатка — мой лучший друг.
а в борщи есть размещение на любой вкус. Ну это так, если что. И если хотите пройти по гребню, то не лезьте на бархан прямо с парковки. Умный гору, ну вы поняли. Мы обошли его сбоку и поднялись по дуге, там спрессованный твердый песок. Зачем страдать на сыпучем склоне, когда можно подняться нормально? Ах да, и обязательно спуститесь на вашей попке с бархана, чтобы услышать его пение. Общий маршрут из Алматы до парковки ровно 300 километров, из них 45 по гравийке, плюс столько же обратно. А цены на пропуск лучше уточняйте на сайте парка. Поздравляю, вы покорили поющий бархан, В общем, приключение получилось офигенное. несмотря даже на погоду. И все это очередное напоминание о том, какой разной может быть наша планета и жизнь на ней. Лично меня наполняют такие поездки, потому что я снова и снова чувствую себя живым. Объяснить такое словами очень трудно, поэтому я и таскаю с собой всю эту технику, пытаюсь передать вам хотя бы часть того, что со мной происходит, что я вижу и что я ощущаю. Я пытаюсь делиться своими открытиями и мотивировать вас на собственные. На природе все в 1000 раз вкуснее. Все, что вам нужно знать о ветрах в Казахстане. Да, я уезжал с чувством незавершенности, но дома ждет Морис, а незакрытые галочки будут идеальным поводом вернуться. И небольшой спойлер, я уже это сделал. Вот он тот самый звук, и я его услышал. В общем, степной вам адьос из Южного Казахстана. Спасибо за просмотр. Если тебе близок такой формат, подписывайся. Впереди еще очень много приключений. Это специальная вставка для фильма. Дело в том, что Артем Байдаков куда-то сильно торопится и нарушает правила дорожного движения. Какой знак там стоит? 60? Че, куда торопитесь? Как вам тут настроение? Нравится? Вот так вот. Пошел оформляться. Думаю, тут не стоит отнекиваться. А, он не отнекивался, он полностью признал свое поражение. И это не было бы так забавно, если бы не... Артема остановили за превышение скоростного режима. Ну чё, нарушитель закона? Ну как оно? На 32 километра в час. А сколько ты ехал? 92. Сколько можно? 60. Штраф какой выпустили тебе? 500 рублей. Ну что, будешь еще превышать? И нет, это не пропаганда, просто я действительно честный. А если вы досмотрели до этого момента, то это просто откровение для вас.